Доброе индийское утро, ребята. Это видео я записываю для тех, кто живет в Индии, для тех, кто хочет переехать жить в Индию, для тех, кто здесь просто бывает, кто хочет питаться правильно. И так как с 6 декабря я поступила в Академию нутрициологии, я планирую обучение длиной в 1 год. У меня уже есть диплом профессиональной переподготовки по специальности диетология и нутрициология, но этого недостаточно, поэтому я решила поступить на другой курс. И это видео будет о том, чем я питаюсь в Дели, какие здесь цены, какие здесь продукты можно найти нормальные. В этом видео не будет роти, чапати, всякой уличной еды, то, что едят индийцы. Здесь будет в основном то, что может есть человек, который переезжает в другую страну, у которого другие пищевые привычки, который не может есть острое, у него какие-то есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, возможно. У многих девочек бывает, я видела то, что лицо покрывается прыщами, выпадают волосы. В общем, когда ты находишься в другой стране, находишься в ней долго, начинают происходить различные изменения. Даже вот у меня прыщи, потому что сейчас уровень загрязнения воздуха зашкаливает в 20 раз норму. Ой, по-моему, не в 20. Наверное, в 120, в 20, говорю, конечно. В общем, я хочу, чтобы вы посмотрели. Так, в поисках здоровой пищи я нашла магазин, который за 5 километров от моего дома, потому что ближайших нет. Мы идем смотреть, если там есть что поесть. Nature's Basket, вот натуральная корзина. Сейчас посмотрим, я очень сомневаюсь. Наверняка там будут продаваться какие-нибудь чипсы и всякая хрень. Итак, что у нас здесь есть? Боже, ну если этот магазин мне понравится, я очень рада, что это относительно близко к моему дому. Супер Гринс. Чай, который здесь популярный. Так, 210 рупий стоит. Я просто хочу купить зеленый чай в дорогу, потому что в Индии очень сложно найти какой-либо чай, кроме как обычного чая, который они делают с молоком. Так, я спросила еще про чай, мне показали, что там есть. Сегодня у меня консультант. Ой, мне так прикалывается снимать, что я раньше не снимала. Сейчас посмотрим. Окей. Ньюби какой-то, Дарджилинг. Боже, слава богу, я могу найти вариации, реально. Я выложу в этом видео продукты, которые можно здесь найти, которые можно смело покупать, у которых хороший состав, а также покажу продукты, которые в целом продаются в индийских магазинах. Я решила, что я буду полезна этому миру, людям, и особенно тем, кто находится за границей, не обязательно в Индии, а вообще. Мне можно будет задавать вопросы, я буду на них отвечать, я буду делать свой блог максимально полезным. И всю ту информацию, которую я буду получать из курса, я буду ей делиться с вами. Вот. Так что смотрите это видео, я уверена, что вам будет интересно, особенно тем, кто заботится о себе, о своем питании, о том, чтобы хорошо выглядеть, о здоровье волос, ногтей, внутренних органов в первую очередь, потому что здоровье ногтей идет у нас от внутренних, конечно же, органов. Вот. Чай с оливковыми листьями, лиф, инфьюжн какой-то, антиоксиданты. А с чем это он? Гринминт, базилик, классический лимонграсс. Я взяла такой бренд, у них он очень популярный. Тайфо какой-то, Тайфо. Грин чай with тулси, 2 по цене 1. Ну, честно говоря, я из-за этого взяла. Ананасовое, как оно, пинет, арахисовое масло, короче. Ну, еда для спортсменов. В Индии любят есть арахисовое масло те, кто качается. Но дело в том, что сколько там сахара, начнем с того. Кстати, zero sugar. Нифига, вот это я удивлена. Вот, можно есть такие хлопья тоже, zero sugar. Я раньше постоянно ела типа гранолы, но, честно говоря, я к этому очень скептически сейчас отношусь. К граноле
Хрен поймешь, что там намешано. Надо все разбирать, этот состав. Не очень. Что еще есть? Ну, это, короче, каша. А это, ну, просто овсяная каша, но она уже перемолотая. Я, кстати, считаю, что лучше, потому что, ну, опять для детей и для того, чтобы усваивалось. Это просто молотая овсянка. С одной стороны лучше, но с другой стороны пищевые волокна разрушаются, и польза от этого становится меньше. Кофе. Блин, кстати, надо посмотреть, сколько Нескафе стоит. Потому что обычно девчонки покупают кофе из России, так как здесь оно дорогое. Сколько оно стоит? 1500, прикиньте. Ой, 1050 Нескафе. Охренеть. Я, честно говоря, кстати, это, наверное, импортное. Макона, скорее всего, тоже импортная. 750 Макона, прикиньте. Хреново, что я не взяла, конечно, кофе. Ой, у меня растворилась жвачка во рту, придется ее, походу, проглотить. Я про нее просто забыла, пока я все утро с кем-то болтала. Блин, короче. Это, кстати, бренд у них типа считается органика, но они тоже добавляют туда майда, refined wheat oil with flour. Это, короче, мука, майда. Я не помню, что это за мука, но она плохая. По-моему, высшего сорта, которая напитки овсяные. Кстати, в других магазинах я такого не видела. Чё почем? Чё почем? Где цена? 69 рублей, нормально. Plant-based. Может, с собой дорогу взять? Хотя у меня места нет, ладно. Я вообще ищу кокосовое молоко, но я его нигде не вижу. Хочу ходить в кофейню со своим молоком. О, кокосовое молоко нашла. Оно, наверное, будет дорогое, потому что Rice Hazelnut, Walnut. Ну, кстати, органическое обычное молоко. Можно даже не кокосовое обязательно взять, а взять вот это очень полезное же, грецкие орехи. Ну, сейчас я уезжаю, поэтому 349 рупий. Ну, в целом, как у нас в России. Но это будет 320 рублей, может стоить. А мне нужно вот кокосовое молоко, посмотрим. Чё почем? Ну, в магазин ничего, я реально, походу, буду сюда ездить. Шугара нету, 200 рублей, вообще нормально. Вообще нормально, вернусь с гор, куплю обязательно. Кеши, кстати, тоже есть. Не сладкое. В отличие от России, вы знаете, что бренды кокосового молока в России, которые продаются в супермаркетах, они все идут с сахаром. Это... О, подарки надевали. Мне, кстати, нужно взять своим друзьям, к которым я еду. О, это, кстати, специи. Ну, видимо, хорошего качества. Это что? Ты знаете, что это семечки из еловых шишек? Класс. Сколько они стоят, интересно? Хочу посмотреть, может, они цены пишут на 308, непонятно. Сейчас я тут всю полку грохну. 1100, наверное, 1100 рупий за 100 грамм. Понятно, я еще не разбогатела, но скоро разбогатею. И буду покупать эти штучки полезные. Есть, кстати, чай. Специальный weight loss. Ну, типа, наблюдать за весом. Убийство боли. Happy, этот желудок, счастливый кишечник. Масала. Это круто, потому что я реально в других магазах не видела. Может быть, потому что я живу на Северделе, а здесь люди вообще, по-моему, не заинтересованы в том, что они едят. Здесь очень тяжело найти реальный магазин. Макана — это семена лотоса. То ли семена, то ли цветы. По-моему, цветы. Какие семена? Там они же крупные. Это цветы лотоса. Короче, это очень вкусно, очень полезно. Но так как они чаще всего добавляют туда соль, я не ем. Представляете, пальмовое масло. Это считается здоровый снэк. Здоровая еда. Пальмовое масло. Я не могу просто. А это что? Джаггери паудер, кстати. Это круто. Джаггери паудер — это моя любимая, самая полезная вещь. Ну, за этим я потом приеду. Сейчас пока. Какая-то мука, органик, чики, я не знаю. Джаггери. О, класс. Прям кусок огромный.
177 рупий. Приеду, потом куплю этот кусок. Амарант. Ой, тоже очень полезно. 139 можешь взять? Но его, наверное, надо что-то добавлять. Не прям так, чтобы... Это что? А это не лен ли? Сейчас. Ну, я возьму амарант. Я думаю, что 139 рупий, это, соответственно, 118, может быть, рублей. Такое количество амаранта в России не купить. Буду добавлять его, может быть, в салат. О, этот салмон. Салмон у нас стоит... сколько он стоит? Ну, короче, он будет стоить до хренища, я вам скажу. В основном такую еду только в ресторанах используют. 1295 рупий за кусок в 250 грамм. Нет, полкилограмма здесь. Нет. У них есть сосиски в банке. Меня очень прикалывает эта штука. Почему они в банке? Зачем им вообще в принципе мариноваться? Цена 200 рублей, что ли? Пока найдешь цену, блин. Так, и я купила куриные... почему мне всегда стыдно, что я перестала быть вегетарианцем? Я не особо-то им была, блин. Мне друг такой говорит другому, хвастается, говорит, она вегетарианка. Я говорю, да, я не знала. Я говорю, ну, неделю побыла. Ну ладно, я не неделю. Я несколько месяцев была, пока у меня не начали волосы выпадать, и вообще трэш происходить со мной. Короче, это нарезка куриная. Chicken. Просто chicken breast. Ну, типа запеченная куриная грудка. Итак, у нас есть масло. Вот это, кстати, хорошее масло, считается президент, естественно, тоже. Ну, я не любитель, тем более я, опять-таки, уже обгор, поэтому покупать не буду. Хотите знать, сколько стоит у них масло? Сейчас я вам скажу. Я не знаю, потому что я его не ем. Но начну. 595, прикиньте. Вот так. 595. Но это потому что бренд. А вот амул стоит, например, рупий 100. Сейчас посмотрим. Но оно, кстати, вкусное, оно солоноватое. 52 рупии. Ну, херня. Ну, и качество, я думаю, тоже. Итак, мое любимое сыры. Вот это я вообще люблю. Гауда сырок у нас 405 рупий. Почему мне всегда казалось, что в Индии дорогие сыры? Да, потому что это именно брендовые, но в целом они стоят по 200, по 300 рупий за кусок сыра. У нас также стоит. Это что? 499. Но это брендовые. Ну, блин, это еще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годности на винтажный чеддер. 625. Ну, типа, понимаете, натур баскет же. Вот это посмотрим. Это у нас 310. Ну, нормально, за кусок гауда 310. Это нормально, блин. Вот, кстати, сыр, который я до этого брала. Он 220. Ну, цена-то одинаковая. Потом халуми, кстати, есть греческий сыр, который надо тоже охренеть. А я говорю, в Индии нечего есть. Да все можно найти, если постараться. Ну, это всякие софт-дринки, алмонд. Наверное, он с... это шоколадный все, значит, тогда не надо. Ну и, конечно, моя любимая, это зеленушка. 125 рупий за... Ну, также она стоит на Блинките, где я заказывала. Блин, ну я уже в горы, поэтому все это смысла брать нет. Ромейн. Это салат ромейн. Я думала, это, кстати, руккола. Авокадо. Авокадо, знаете, сколько стоит? Авокадо стоит столько, что даже цену не написали. Ну, я думаю, что рупий 600, вот это будет стоить 700. Микрозелень, зелень, все есть. Хумусы всякие. Но у них состав не очень, единственное, что. Кстати, у него хороший состав. Потому что здесь... сахар добавили, солью, блин. Но это понятно, в хумус-то. Написано, что без добавления консервантов, ароматизаторов, трансжиров, глютена. Без глютена очень это хорошо. Ну, я же не знаю, что такое. В магазине я одна. Что-то ничего удивительного нет. Это всякие варенья, джемы, меды. Джем они не особо умеют делать. У них очень такая консистенция густая и по вкусу не похожа на натуральная, но опять-таки зависит от бренда. Кстати, нет сахара. Молодцы. А почему молодцы? Не потому что заботятся о себе, а потому что врачи говорят тем, у кого сахарный диабет, что у вас сахарный диабет, вам нельзя сахар. То есть изначально люди начали делать эти джемы и варенья без сахара не для того, чтобы поддерживать как бы вообще свое здоровье, не заболевая, да, изначально, а тем уже люди, когда заболели, нашли у них сахарный диабет,
Вот для них создали джемы без варенья. А люди, у которых сахарного диабета нет, они в жизни не подумают о том, что сахар лучше бы не есть. А вот это... Ну, вообще класс. Для кето-диеты мука специальная. Тапиока. Это корень растения какого-то, мука. Зеленого банана. Кокосовая мука, крутяк. Гринпис. Киноа. Вообще, можно жить не тушить. Не тушить, не это самое, короче, не жаловаться. Это вообще, короче, не то. А это мука. Мне мука не нужна, что я здесь делаю? Ну, интересно, органическое киноа, кстати. Киноа — это единственное, что я ем. О, 210 рублей. Нормально. Я, наверное, вместо амаранта киноа возьму. Его тоже можно добавлять в салат. И вместо амаранта 50% офф. Это еще и дискаунт. На Джаггере какие пакеты. Прям семейные. Сколько здесь? Килограмм. Капец. Эта пыль меня убивает реально. На дорогах. Органический сахар. Знаете что? У меня не особо получается, снимая видео, выбирать то, что я хочу. Поэтому, наверное, с видео я заканчиваю. Полка с печенюхами всякими. Диетические тоже. Вот это, кстати, хорошее печенье, бренд. У них без добавления сахара идет Essential Superfood. Не без добавления сахара. Здесь Джаггери, опять-таки, в составе. Натуральное масло. Масло миндаля. То есть хороший состав. Я обычно беру такие в поездки, потому что их удобно кушать. Сколько они стоят? 225 рублей. Пока брать не будем. У нас экономия. Ну вот. Значит, грецкий орех у нас тут. Ого, у них даже есть такие штуки. Хрустящие морские водоросли. Цена, наверное, сумасшедшая. 95. Ну, у нас так же стоит. Но пока баловать себя не будем, потому что этим все равно не наестся. Деньги тратить. Потом у нас здесь есть опять флакс. Блин, мне нужны эти флаксидс, только перемолотые в кашу. А их почему-то нигде не продают. Турки инжир даже у них есть. Охренеть, кстати. 385 рублей. Ну, дороговато. О, гхи можно купить нормальный. Опять, по-моему, весь большой. Экстра virgin. Кокосовое масло. Оливковое масло. Так, что это у нас тут? Ну это все гхи. Ой, так, гхи, то есть это масло кунжута. Кау. Так, что еще? Ну, короче, гхи все банки большие. Я, наверное, потом закажу тогда на Big Basket. Так, у нас нету молотого, к сожалению. Ну-ка. О них как за специи. 39 рублей за лен. Ну, придется брать, блин. Просто это не совсем имеет смысл. 69 рублей. Большой возьму. Потому что его надо как-то, блин, молоть в кашу. Это не прикольно так есть. А это что? Это всякие орешки в специях. Это очень вкусно. Поджаренный чесночок. 392 рупии. Но там соли. Пошли чипсы. Ну, кстати, нан это нормальные из лепешки. Поэтому я к ним таких прям претензий не имею. Ну, это все соленое, все со специями. Ну, вот это тоже еще. Что я снимаю? Но шугар, типа. Какой weight loss? Ну ладно, для индийцев, которые очень любят чипсы, лучше уж такие тогда поесть, чем. А это, когда я первый раз увидела, думала, что минералка. В Индии минералки нет, потому что минеральные природные воды еще не были найдены. Но я подозреваю, что, возможно, люди просто об этом не знают. Вот, смотрите, что есть Перейр, мой любимый. Ой, он, наверное, стоит рупий 400. Сейчас я вам скажу. За водичку готовы ли вы отдать? Блин, сколько? Ну вот, вода с Гималаев, которую мы пили там, подставляя ручки и бутылочки, стоит 200 рупий. Вот такая бутылка. Перейр, я не знаю, но он стоит рупий 400 за водичку. Чисто по глоткам воду просто тянуть по глоточкам такие. Вот это, кстати, крутая штука, но если в ней нет сахара. Сейчас почитаем. Добавлен тростникового... Это 450 рупий, кстати, стоит. Сахарного тростника сироп.
Но это полезный сок, его не надо пить как сок. Амла, вон, кукум, туси, джера. Не помню, что такое джера. Это надо пить по стаканчикам, по стопкам. Это тоник. Ладно. Есть похожий бренд у нас печенек. Бомбар. Цена 50 рупий за печеньку. Ну, в целом, у нас дороже. У нас они сейчас по 8 стоят. Ну, нормально. Можно брать походы там. Вот это какой-то крутой хлеб. Гарлик микс. Ну, мне нужен лаваш сегодня, потому что я еду. Я уезжаю, я хочу себе сделать роллы из лаваша, которого здесь, походу, нет. Нормальные соевые соусы. Терияки, соевые соусы, грин чили, ред чили. Потом грин карри. Короче, всякие соусы, это я люблю. Это можно брать для салатов. Тайский карри, тайскую кухню я не знаю особо. Здравствуйте, мужчина. Рабку. Что? Криспи бэд крамс. Ну, короче, этим всем я не увлекаюсь, потому что я готовить не люблю всякую экзотику. У меня все просто. Лентилс. Black rice. Ого, прикольно. Из черного риса вермишель. Сколько она стоит? Опять непонятно, сколько это стоит. Спагетти. Спагетти из черного риса. Ладно, пошла. Ну вот опять алоэ вера, сок, амла. Это полезно, это реально полезно. Опять же, если в нем нет сахара. Но added sugar. О, класс, wheatgrass juice, белая амла, сок. Сахара нет. Хорошие новости. Винегары, этот, господи, соус. Как же? Бальзамик. Вот они, соусы для салатов. Но состав у них у всех плохой. У всех, у всех. Органик. Соус, в котором 0 калорий. Ну, это вообще реально бред. Представляете себе, 0 калорий. Это опасно есть. Бензоат, какая-то жевательная хрень, жвачка. Sugar cane fiber. Волокна сахарного тростника. Короче, добавки. Горчичная пудра. Жареный лук. Да если там жареный лук, то уже жареный гарлик, там уже есть калории. Что за бред? Сукралоза. Короче, это такая хрень. Я не знаю, что они как это едят, вообще непонятно. Это история о том, что когда мы захотели, типа, медовая горчица, вкусно. Когда захотели создать здоровое питание, в итоге не знают, как его делать, и просто химию нахерачили туда, типа, вот, все, 0 калорий. Главное, что 0 калорий. Лавандовый сироп, кстати. Это добавки, все мы знаем, что это добавки для... Короче, в общем-то, в магазине ничего такого нет. Оливки. Не знаю, сколько стоят здесь оливки. Кстати, макароны есть хорошие. 450 рупий за банку. Макароны... Вегетарианская О, кстати, со свеклой. На свекле основано это волокна свеклы. 159 рупий. Нормально. Песто всякие есть. Вот опять веджи-паста со шпинатом. Ну, вот, кстати, вот это неплохо. Но я сейчас такое ничего не буду покупать. Опять же, я уже 189 рупий, ладно. Нормально. Что цены у нас в России? На обычные макароны, а тут на хорошие. На... Господи, что со мной? Кстати, вот этот напиток против похмелья. Анти-хэнговер дринк, видите? Из чего он, кстати, сделан? Алоэ вера, джинджер, ашваганда, гилой. Понятно, из различных трав. Ну, просто, может быть, подкачивает энергию, давление понижает. Вот я думала, что это огурцы, но оказывается, это очень полезная штучка. Из них даже сделали кервеллак какой-то экстракт. Мамардика, точно, мне же говорили. Оказывается, даже витамины есть из мамардики. Ну и батончики. Кстати, есть хорошие батончики. Я, наверное, с собой возьму в поход. Не Макс протеин. Это тоже протеиновый батончик. Я думаю, что 100 рупий. Нет, у них... Вот, йога-бар. Йога-бар неплохие батончики. По-моему, в них нет сахара. Я их очень любила с чаем пить, но этот sugar, вот. Almond Fudge. Цена 125 рупий. Почему так дорого?
Я такую классную штуку нашла. Это огромный бокс просто салатов. Они там растут. Класс. 249 рупий. У меня деньги закончились. Я экономлю. Итак, сегодня мы с вами делаем разбор из магазина Fresh and Fast. Вот такой мешок мне притащили. Килограмм на 10. Если честно. Смотрите, 558 рупий. Вот столько позиций. Это просто невероятно. Итак, что у нас здесь? Мои любимые проростки. Чана и зеленый горох. Как он называется? Лошадиный горох. Маш. Потом руккола. Ну, честно говоря, не совсем она прям свежая, потому что нужно с корнями привозить. Дальше у нас идет. Это батат. Судя по всему, 3-4 штучки. Дальше идут мои любимые лимоны, которые я добавляю в водичку постоянно. Из-за этого мое пищеварение наладилось. Вау, они прислали. Вау. Офигеть, целых 4 перца за 74 рупии. Разноцветные. Потом опять огромный пучара сельдерея, я уже вижу. Боже, куда это все класть? Они так много присылают, как будто бы им девать некуда, эти овощи и фрукты. Дальше. Зеленые яблоки у нас мои любимые. Обожаю просто. 2 огурца, потому что 250 грамм в заказе. Помидоры, целый пакет огромный, килограмм. Дальше лимонграсс. Лимонграсс. Добавлять в чай, заваривать. Дальше у нас идет, что это? Зеленые бананы, ладно, не буду распаковывать. Свекла пакет. Это у нас красная капуста. Итак, это у нас кладезь витаминов и минералов, особенно зимой, красная капустка. Дальше у нас идет огромный... Что за хрень? Что это? Баклажаны 3 штуки. Огромный просто пучара сельдерея. Дальше у нас зеленый лучок в пакетике. Это листья горчицы вместо салата буду использовать. И, божечки мои, и еще какие-то листья. Я тоже буду добавлять в салат. Я понятия не имею, что это я заказала. Тоже огромный пучара. Буду рада, если вы мне будете задавать вопросы и будете меня поддерживать. Как там показывают? Я не знаю, как показывать. Поддержите меня, братишки, сестренки.